Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о методе Валерия Морозова, в более упрощенной форме. Надеюсь, это у меня получится. Так, последовательность сборки в данном методе такая. То есть сначала мы собираем 8 угловых элементов, которые представляют по сути собой кубик 2 на 2. Если вот мы отбросим вот эти все центральные элементы. Вторым шагом мы собираем вот эти 4 реберных элемента, после чего у нас получится собранными 4 столбика. Третьим шагом мы уже собираем оставшиеся 8 реберных элементов, после чего по сути весь кубик собран. И остается расставить центры. То есть последовательность сборки вот такая в данном методе. Кубики уже замешал, и так как я говорил, так как вот эти 8 угловых элементов представляют кубик 2 на 2, то навряд ли показывать именно на кубике 2 на 2. Первым делом что надо сделать? Первым делом надо выбрать за основу базовые грани, которые будут представлять, даже не грани, а цвета, которые будут определять белую, верхнюю грань и нижнюю грань. Я обычно беру два противоположных цвета, это белый и желтый. Валерий, например, берет зеленый и синий. Но мне удобнее брать белый и желтый, поэтому дальше я буду использовать их в качестве базовых цветов. Вот у меня верхняя грань определяется белым цветом, нижняя грань определяется желтым цветом. Так, это надо запомнить. Приступим к сборке уголков. Что тут стоит отметить? Если мы посмотрим на каждый кубик, то каждый кубик содержит обязательно базовый цвет либо белый, либо желтый. То есть все 8 кубиков содержат эти цвета. Сейчас первым шагом мы должны на верхней грани собрать 4 базовых цвета. Причем в любой комбинации, например, есть бело-желтый, сейчас мы сюда поставим, еще так соберем два цвета, желтый-желтый собрали, например, поставили, то есть получилось 3 желтых, 1 белый. На данном этапе мы сейчас не различаем цвета, то есть это для нас базовые цвета, и они на верхней грани должны смотреть вверх, соответственно. Этот шаг достаточно простой, то есть посмотрели на кубик, нашли два цвета базовых рядом стоящих. Что сделали? Так. Собрали вторую пару и подставили, по сути, собрали на верхней грани 4 базовых цвета. Давайте еще раз сделаем. Что-то долго так. Например, объединили желтый-желтый. Внизу тоже 2 желтых есть. Мы просто их переносим на верхнюю грань. И 4 базовых цвета у нас на верхней грани. Да. Еще раз давайте. Так, 2 цвета есть, и так, например, объединяю и ставлю. То есть 4 базовых цвета на верхней грани я собрал. Ладно, потренируйтесь на этом. Теперь я переворачиваю кубик и смотрю, что тут у нас получилось. Теперь мне нужно на нижней грани тоже все базовые цвета сделать так, чтобы они смотрели вниз. То есть базовые цвета должны смотреть на противоположную сторону друг от друга. Так, и здесь смотрите, мне сейчас нужно добиться на нижней грани следующих ситуаций. Либо такой ситуации, когда верхняя грань собрана, а на нижней грани базовые цвета смотрят по разные стороны друг от друга. Одни на нас, а другие от нас. Либо такой ситуации, когда два базовых цвета смотрят вверх, получается, а два на нас.
Ну, соответственно, противоположная сторона, она вся собрана должна быть. Вот, либо к этой ситуации надо прийти, либо вот этой ситуации. Ну, как видите, они между собой, как бы, эти две комбинации, они вот легко переключаются. Так, давайте вот вернемся к нашему кубику и посмотрим. У нас получилась вот такая ситуация, когда два смотрят вверх, а два вот по сторонам. То есть не то, что нам надо. А как это кубик переводится вот в другую ситуацию легкой комбинации? Для этого мы берем кубик так, вот, чтобы этот кубик смотрел в бок туда. И вот наклоняем грань, заменяем вот этот кубик вот этим кубиком вот так. И поднимаем эту грань. Вот, как видите, комбинация поменялась. И вот, теперь вот смотрите, этот смотрит в бок, этот смотрит вверх. Опять же наклоняем. Вот эти два соединяем кубика. И вот этот цвет уже подставляем и выбираем наверх. Вот что у нас получилось. Теперь этот смотрит туда, два смотрит туда, два туда. И вот снова вот выбираем такую комбинацию, когда один кубик смотрит в бок, один кубик смотрит вверх. И делаем, пускаем вот этот, чтобы вот эти два соединить. Заменяем вот этот кубик вот этим. И выбираем наверх. И вот мы пришли к ситуации, когда вот два кубика смотрят от нас, два кубика смотрят на нас базовыми цветами. Так, ну если мы получили вот такую комбинацию, то есть вот это исходная ситуация, к которой мы должны прийти. Но у нас может получиться и вот такая ситуация, которая вот легко превращается вот в эту ситуацию. Для этого нам нужно что сделать? Вот смотрите, вот один кубик смотрит на нас, один кубик смотрит от нас. Здесь, если мы вот так посмотрим, вот эта ситуация. Один смотрит на нас, один смотрит от нас. На вот этом ребре. Мы это ребро наклоняем сюда. И теперь прячем вот с этой линии, чтобы не разрушить. Теперь вот смотрим. Тут вот одно ребро тоже получилось. Смотрит базовый цвет на нас, базовый цвет смотрит от нас. А здесь вот ребро собралось, да? Мы вот собранное ребро отправляем к собранному, то есть верхнюю грань собираем, и вот на нижней грани получаем то, что надо. Ну, то есть давайте повторим. Вот было вот так, мы, соответственно, вот это взяли, наклонили, убрали, и как сломанное вот к сломанному, и автоматом целое ушло к целому. Вот это исходная комбинация, к которой мы должны прийти, прежде чем перевернуть все элементы желтым вверх. Ну вот теперь давайте перевернем их. Для этого что мы делаем? Для этого мы разводим, то есть вот одно целое ребро с верхней грани переводим на нижнюю грань. Вот. Теперь мы вот это целое ребро ставим под целое ребро. Вот так. И что мы видим? Вот эти два ребра сломанных, они собрали ребра вот на боковых гранях. И нам достаточно теперь только вот повернуть на 90 градусов, да? Ну, здесь так повезло, что кубик собрался. Ну, ладно, это потому что я его не замешивал сильно. Вот, давайте здесь то же самое проделаем. Вот, на верхней грани у нас кубики собраны. Здесь кубики смотрят два от нас, два на нас базовыми цветами. И давайте, первым делом мы вот это одно ребро отправляем на нижнюю грань. Теперь ставим собранное под собранное. Вот, видите, собранное под собранным. И поворачиваем вот на 90 градусов. То есть все, на верхней грани все кубики смотрят базовыми цветами вверх, на нижней грани все кубики смотрят базовыми цветами вниз. Вот. Теперь следующим шагом я соберу верхнюю грань. То есть верхняя грань у меня белого цвета. Ну, я ее буду собирать. Соответственно, здесь я буду использовать вращение, то есть боковые грани я могу вращать на 180 градусов, ну, чтобы не нарушить вот как раз-то, чтобы цвета не перемешать опять. А вот эти грани, верхнюю и нижнюю, я могу вращать, по сути, как хочу. Вот видите? То есть они все равно смотрят базовым вверх.
То есть вот боковые я вращаю на 180 градусов. И как бы они всегда остаются базовыми цветами вверх и вниз. Вот. Ну, давайте соберем вот верхнюю грань из белых цветов. Вот, у меня, например, есть бело-синий-оранжевый, да, к нему я должен поставить синий элемент. Я ищу его. Вот он, да. Так, я их развожу, собираю, да, вот. Это достаточно легко делается, то есть можно потренироваться и научиться это. Вот, одно ребро у нас собранное. Теперь я должен собрать второе белое ребро, вот это. Оно у меня зеленого цвета, то есть, вот. Ну, здесь так удачно получилось, что они стоят вот как бы удачно, да, вот я их вот этим поворотом вот могу соединить. Ну, давайте другой случай рассмотрим, когда они, например, стоят вот так не совсем удачно. То есть, вот, красный, да, тут мне надо соединить зеленый с зеленым. То есть тут синий-синий, это синее ребро получается, это зеленое ребро, противоположное. Я должен, соответственно, соединить зеленый с зеленым. Для этого что? Как бы, если я буду вот так вращать, то они, видите, неправильно соединятся. Поэтому я что делаю? Я вот этот кубик вот ставлю вот так зеленым и вот сюда его отвожу. Теперь второй кубик вот я ставлю зеленым так, чтобы вот поворотом на 180 градусов они соединились. Вот, все, я их соединил и отправляю на верхнюю грань. Все, вот верхняя грань у меня собрана. Так, сейчас, теперь давайте, то есть когда верхняя грань собрана, мы переворачиваем кубик и уже будем работать с желтой гранью. Сейчас посмотрим, что получилось. Итак, смотрите, вот когда у нас на верхней грани, то есть верхняя грань собрана полностью, мы на нижней грани получим только 3 комбинации. Первая комбинация это когда все кубики на нижней грани тоже собрались. Ну и как бы мы рассматривать не будем. И вторая комбинация это когда на нижней грани одно ребро собралось, а второе нет. Это вторая комбинация. И третья комбинация это когда вот 2 кубика вот так собралось, а 2 нет. То есть на нижней грани 2 ребра как бы не собралось. Ну, то есть первая комбинация, которую мы будем рассматривать, это когда у нас на нижней грани одно ребро сломанное. И вторая комбинация, это когда на нижней грани 2 ребра не собралось. Ну, давайте вот начнем рассматривать вот этой комбинации. То есть как ее разрешить, вот этот паритет. То есть нам нужно сейчас собрать вот эти 2 ребра на нижней грани. Для этого как бы делается вот так. То есть я беру кубик и вот фиксирую одно вот собранное ребро. То есть вот здесь получается 4 ребра. На верхней грани зеленое, синее ребро. На нижней грани вот зеленое и синее ребро. Но они как бы тут поломанные получаются. Так, и вот давайте соберем их. Вот, я возьму кубик вот так, то есть вот зафиксирую вот это ребро, а вот это ребро зеленое, да, я буду сейчас собирать. То есть оно у меня сейчас сломанное, я его сейчас буду собирать. Для этого я должен зеленый цвет поставить к зеленому цвету, и оно после этого соберется. Вот, сейчас я прежде чем их собрать, я их должен, получается, развести по разные стороны, да, как бы вот эти 2 кубика я должен развести. Но вот так я повернуть не могу сейчас, потому что я вот эти зафиксировал 2 кубика. У меня сейчас вращается только вот так, получается, вот эта грань. Из-за этого что я делаю? Я вот это ребро отправляю наверх. Вот, я его отправил. Теперь я его могу повернуть. И, соответственно, теперь я их могу развести по разные стороны. Вот. Здесь опять же я использую повороты вот этой грани только на 180 градусов. Потому что, ну, чтобы не разрушить опять вот базовые цвета, чтобы они смотрели базовыми цветами вверх и вниз. Так. Вот смотрите, теперь я должен зеленый цвет поставить к вот этому зеленому, да.
Для этого что я должен сделать? Вот этот кубик, ну вот этот кубик я вот так поставлю, чтобы он смотрел сюда. А теперь я вот этот второй как бы поставлю вот так. Так. Теперь получается вот второй кубик, он должен стать вот сюда, то есть вот так. Вот. То есть я его что делаю? Я его подставляю сюда, как надо, отправляю вниз. Теперь подгоняю вот этот зеленый кубик сюда вот. И то есть все, объединяю вот эти два кубика. Причем, смотрите, я сейчас работаю только с вот этими двумя кубиками. Я не обращаю внимания на белые ребра. То есть, как они соберутся, мне сейчас как бы не важно. Все, вот я зеленый зеленым объединил. И все, как бы возвращаю их на нижнюю грань. Все, вот зеленое ребро я собрал одно. А теперь у меня задача собрать вот второе, уже синее ребро. То есть синий к синему поставить цвету. Что я теперь делаю? Я поворачиваю кубик. Вот это собранное ребро я фиксирую. И теперь буду работать с вот этими двумя кубиками. То есть опять же я поднимаю их вверх, поворачиваю. Сначала их разъединяю, потому что они стоят неправильно. Вот, теперь вот синий, да, ставлю вот сюда. Ну, вот себя, например. Ну, тут без разницы, как бы, как их соединять. Главное соединить. Вот, теперь второй кубик я тоже подвожу на верхнюю грань. Вот, а он синим, как бы, должен стать вот сюда, правильно? Он рядышком должен стать, вот так. Ставим его так и переводим на нижнюю грань опять. Теперь подставляем вот этот кубик вот так. Вот, когда мы этот на нижнюю грань перевели, то есть он стал стоять как нам надо. И все, осталось как бы их только вот соединить теперь. Все. И вот отправляем вот эти желтые к желтым. Все, вот зеленое ребро собрано, синее собрано, и наверху, соответственно, все собралось. То есть, что тут произошло? Когда мы собирали зеленое вот это ребро, то есть мы вот эти ребра, получается, поломали. А когда мы собирали уже так, ну, второе ребро, мы, соответственно, вот эти три ребра обратно собрали. То есть вот. И вот, получается, когда мы собрали нижнюю грань, автоматом собралась верхняя грань. Вот. А вторая ситуация вот такая. Она разрешается следующим образом. Так, то есть первым делом тут нам надо что сделать? Сейчас это видео подходит к концу, я уже продолжу объяснять в следующем видео. Так, ну давайте продолжим в следующем видео уже.